Знаете ли вы, что кулинарные рецепты наших бабушек проверены годами и поколениями? Известно ли вам, что кухня прошлых лет сталась самой качественной и сбалансированной? Смотрите видео до конца, и вы узнаете о 10 забытых рецептах наших бабушек, которые будут актуальны и сегодня. Вы готовы? Отложите в сторону панкейки и поехали! Заглянув в бабушкины кулинарные записи, можно найти отличный и проверенный временем способ приготовления зраз. Хотя происхождение этого блюда до сих пор вызывает споры между Польшей, Белоруссией и Литвой, оно давно завоевало сердца любителей вкусной еды далеко за пределами своей исторической родины. Тофель, очищенный от кожуры, поместите в кастрюлю с подсоленной водой, отваривайте около 20 минут после того, как вода закипит. Мелко нарезанный лук и куриное филе обжарьте на 2 столовых ложках растительного масла до полной готовности. Слейте воду с готового картофеля и разомните его толкушкой до состояния пюре. Дайте немного остыть, тем добавьте сырое куриное яйцо и тщательно перемешайте. Далее введите муку. Еще раз перемешайте, чтобы масса стала эластичной и удобной для формирования. Жареную смесь мяса и лука приправьте щепоткой черного перца и пропустите дважды через мясорубку. Начинка для зраз готова. Возьмите столовую ложку картофельного пюре, скатайте его в шарик и слегка приплюсните. В середину положите столовую ложку подготовленного фарша. Сформируйте края, как у обычного пирожка, придавая зразе характерную овальную форму. Обваляйте каждую зразу в панировке. Жарьте зразы на среднем огне до появления золотистой корочки. Готовое блюдо переложите на тарелку и подавайте теплым, добавив сметану и зелень. Хочу поделиться с вами еще одним забытым рецептом наших бабушек. Речь идет о борще со щавелем, который часто называют зеленым супом. Существует множество вариаций этого блюда. Одни предпочитают добавлять в него яйцо, другие любят подавать его горячим, третьи – холодным. Лично я люблю все 3 варианта. Бабушкиного зеленого борща состоит из 2 этапов – приготовление мясного бульона и варка непосредственно самого супа. При этом активное участие займет всего лишь полчаса вашего времени. Вам потребуется минимум кухонного оборудования, достаточно 1 кастрюли. Приготовление бульона: залить мясо холодной водой, довести до кипения и удалить образовавшуюся пену. Затем убавить огонь и оставить варить до тех пор, пока мясо не станет мягким. Подготовка овощей: тофель нарезать крупными кусочками, а лук и морковь мелкими кубиками, примерно 5 мм. Начинать готовить овощи лучше ближе к тому моменту, когда мясо уже практически готово, чтобы избежать их потемнения. Можно отварить яйца для подачи. Когда бульон будет готов, добавить в него картофель, а чуть позже – лук и морковь. Важно помнить, что картофель плохо варится в кислой среде, поэтому его следует добавить раньше, чем щавель. Мелко нарубить зелень, щавель покрупнее, остальные травы помельче. Зелень можно добавить прямо в процессе варки или посыпать ею готовый суп перед подачей. Добавить щавель в бульон и дать ему прокипеть пару минут. Длительная варка нежелательна, поскольку щавель может стать слишком мягким и потерять свою текстуру. Борщ готов. Подавать его горячим вместе со свежей зеленью, половинкой вареного яйца и ложечкой сметаны. Кисломолочные продукты прекрасно дополняют легкий летний суп. Бабушкины рецепты просты и проверены временем. Они передаются из поколения в поколение, становясь неотъемлемой частью семейных традиций. Одним из таких блюд являются фаршированные овощи, которые пользуются особой популярностью среди домочадцев. Чтобы успешно приготовить фаршированные перцы, лучше использовать широкую кастрюлю с толстыми стенками, где сможет разместиться достаточное количество продуктов без риска пригорания. Сначала подготовьте перцы. Аккуратно вырежьте сердцевину, освободив плоды от семян и внутренних перегородок. Промойте овощи прохладной водой и положите их отверстием вниз на полотенце, чтобы стекли остатки жидкости. Тем временем отварите рис до состояния полуготовности. Соедините рис с выбранным вами фаршем из мяса или птицы. Добавьте обжаренный лук и морковь, приправьте солью. Этой смесью наполните подготовленные перцы, стараясь плотно утрамбовать начинку внутрь. Разместите фаршированные перцы в кастрюле вертикально. От
открытой стороной вверх. Теперь приготовьте соус. Смешайте томатную пасту, сметану и теплую кипяченую воду до однородной консистенции. Добавьте соль, залейте этим соусом овощи таким образом, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и тушите блюдо на медленном огне в течение 40-45 минут полной готовности. Готовые фаршированные овощи подавайте со сметаной или майонезом, наслаждаясь каждым кусочком этого домашнего угощения. Гороховый суп был и остается одним из самых популярных блюд русской кухни. Его ценили за простоту приготовления и насыщенный вкус. Лет 40-50 назад основой для супа зачастую служили специальные брикеты, продававшиеся в магазинах. Однако наши бабушки умело заменяли их обычным горохом. Перед началом приготовления необходимо залить промытый горох холодной водой и оставить на несколько часов, лучше всего на ночь. Вода должна полностью покрывать горошины. По истечении времени слейте воду и еще раз промойте горох. Для приготовления бульона возьмите куриное мясо на кости. Промойте его, поместите в кастрюлю и залейте холодной водой. Когда вода закипит, снимите пену, добавьте горох и продолжайте варить на среднем огне около 40-45 минут, периодически снимая образующуюся пену. Тем временем займитесь подготовкой овощей. Очистите и нарежьте кубиками картофель и лук, а морковь трите на крупной терке. Обжарьте лук на разогретой сковороде с растительным маслом до прозрачности. Затем добавьте морковь и обжаривайте все вместе еще 3-4 минуты. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и снимите с огня. Когда горох достигнет стадии полуготовности, выньте курицу из кастрюли и дайте ей остыть. Положите в суп нарезанный картофель. Добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. После того, как картофель станет мягким, добавьте в кастрюлю зажарку и куриное филе, предварительно отделенное от костей и нарезанное на кусочки. Перемешайте, добавьте специи по вкусу и подержите на огне еще пару минут. Горячий и ароматный гороховый суп готов. Перед подачей украсьте его мелко нарезанной свежей зеленью. Дополнительно можно подать сухарики, приготовленные путем подсушивания нарезанного хлеба на сковороде или в духовке. Есть еще вариант горохового супа с копченостями. На мой взгляд, он самый вкусный. Салат мимоза – это исключительно русское блюдо. В прошлом, да и сейчас является неизменным атрибутом праздничных столов. Верхний слой из тертого желтка, напоминающий нежные лепестки одноименного цветка, делал его особенно привлекательным. Однако, в отличие от мимозы, которую мы можем увидеть весной, этот салат доступен круглый год, ведь его ингредиенты не зависят от сезона. Ключевым элементом успеха является выбор качественной консервированной рыбы. Она может быть любая – горбуша, сардины или тунец. Существует две версии салата мимоза – домашняя и ресторанная. Классический рецепт включает рыбу, яйца, лук, сыр, масло и майонез. Домашние хозяйки часто добавляют в салат картофель и морковь без сыра и сливочного масла. Я расскажу, конечно же, о домашней версии. Яйца для мимозы варят не более 10 минут после закипания воды, иначе желтки могут приобрести неприятный сероватый оттенок. Первым слоем салата будет размятая вилкой рыба. Следующим идет слой майонеза, затем слой измельченного лука и снова добавляется майонез. Затем распределяется слой натертого вареного картофеля и опять наносится майонез. Следующим слоем идут тертые белки и морковь. Между ними также майонез. Завершающим слоем станут крашеные желтки. Самый вкусный салат мимоза по бабушкиному рецепту готов. Подачей лучше дать постоять в холодильник пару часов, чтобы салат пропитался. Помните божественный вкус и запах бабушкиных пирожков? Сегодня я расскажу вам, как их приготовить. Классический вариант теста для пирожков включает использование свежих дрожжей, которые сначала растворяются в подогретом молоке. Далее добавляются сахар, соль, яйца, мука и немного растительного масла. Полученную массу оставляют в теплом месте до того момента, пока она хорошо не поднимется. После этого теста аккуратно вымешивают, раскатывают и формируют пирожки, которые затем настаивают
требуется еще примерно час. Еще одно популярное тесто для пирожков – это простой рецепт на кефире, известный среди домашних кулинаров как пушистое тесто. Для него нужны всего несколько ингредиентов – мука, сахар, кефир и дрожжи. Можно использовать как растворимые, так и сухие. Этот вариант теста отличается тем, что в нем нет яиц. Пирожки из любого из этих видов теста можно приготовить двумя способами – пожарить на сковороде с растительным маслом или запечь в духовке, предварительно смазав поверхность взбитым яйцом для образования аппетитной золотистой корочки. Одними из самых популярных начинок для пирожков были тушеная капуста с измельченным крутым яйцом, рассыпчатый рис с яйцом, зеленый лук с яйцом и толченая картошка с жареным луком и укропом. Эти начинки были простыми, но невероятно вкусными. Пирожки с мясным фаршем, рыбой и рисом или ливером были более сытными. Ливер представлял собой измельченные говяжьи или свиные печень, легкое и сердце. Такие пирожки могли стать полноценным обедом или ужином, а для сладкоежек бабушки готовили пирожки со сладким густым повидлом, яблоками или свежими ягодами, вишней, клубникой, малиной. Это было настоящее наслаждение. Творожные пышки, приготовленные по бабушкиному рецепту, обладают неповторимым вкусом и ароматом. Эти нежные и воздушные изделия становятся настоящим кулинарным шедевром благодаря правильному подбору ингредиентов и соблюдению всех этапов приготовления. Для начала необходимо подготовить все продукты: яйца, сахар, ванильный сахар, соль, творог и муку. Яйца, взбитые с сахаром, создают основу для теста, а добавление творога придает ему особую структуру и насыщенный вкус. Важно тщательно перемешать все компоненты, чтобы масса получилась однородной и гладкой. Сформированные из теста шарики обжариваются во фритюре до золотистой корочки. Этот процесс требует особого внимания, так как важно следить за температурой масла и временем жарки. Готовые пышки лучше подавать с медом, сгущенным молоком или обильно посыпанными сахарной пудрой, что добавляет им дополнительную сладость и привлекательность. Эти ароматные и румяные творожные пончики станут отличным дополнением к утреннему кофе или чаю, а также прекрасным десертом для семейного ужина. Они легко готовятся и радуют своим изысканным вкусом каждого, кто их попробует. Однажды в записной книжке моей бабушки я нашел интересный рецепт английского рождественского фруктового пирога. Рецепт настолько оригинальный, а само блюдо удивительно вкусное, что я не могу им не поделиться. Из ягод понадобится смородина, можно вязать замороженную, цукаты из ананасов и любых цитрусовых, изюм, финики, засахаренная вишня. Также понадобится 2 стакана муки, по 1 стакану сахара и сливочного масла, 6 яиц, сок 1 лимона, четверть стакана виноградного сока и пряные специи, корица, мускатный орех и душистый перец. Способ приготовления прост. Промойте изюм и смородину, обсушите их, измельчите изюм в блендере, очистите финики от косточек и нарежьте их ножницами на поперечные ломтики. Смешайте сушеные цукаты и нарезанные фрукты. В отдельной миске смешайте муку, соль, просейте мучную смесь поверх фруктов и перемешайте пальцами. В другой миске взбейте сливочное масло, постепенно добавляя сахар. Тем сначала добавьте взбитые яйца, после по очереди введите смесь фруктов и муки. Хорошо перемешайте. Выложите тесто в глубокую форму, хорошо смазанную маслом и застеленную пергаментом. Выпекайте при температуре 135 градусов Цельсия в течение 3 часов. После выпечки смажьте поверхность глазурью, приготовленной из 2 столовых ложек патоки и половины стакана воды. Украсьте жареным миндалем, засахаренными вишнями или любыми другими орехами. Удивительный рождественский фруктовый пирог готов. Это лакомство станет настоящим украшением вашего стола и порадует ваших близких. Манник – это не просто пирог, это воплощение заботы и любви, которое передается из поколения в поколение. Когда вы чувствуете аромат свежего манника, наполняющий ваш дом, сразу вспоминается детство, семейные посиделки и теплые беседы за чашкой горячего чая. Сегодня я поделюсь с вами бабушкиным рецептом манника с вишней, который легко воспроизвести на любой кухне. Начнем с подготовки теста. В глубокой миске смешайте кефир или натуральный йогурт с яйцами. Постепенно добавляйте манную крупу,
крупу, сахар, муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешайте до однородной массы. Тесто на 30 минут, чтобы манка успела разбухнуть. Чем дольше тесто настаивается, тем пышнее и нежнее получится манник. Пока тесто настаивается, подготовьте форму для выпечки. Смажьте ее маслом или выложите пекарской бумагой. На дно формы высыпьте 1/3 вишен, равномерно распределив их по поверхности. Тем вылейте тесто, аккуратно разровняйте его лопаткой. Сверху выложите оставшиеся вишни. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку и выпекайте манник в течение 1 часа. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, значит манник готов. Готовый манник достаньте из духовки и дайте ему немного остыть. Нарезайте на порции и подавайте к столу вместе с горячим чаем или молоком. Наслаждайтесь каждым кусочком, вспоминая теплые моменты детства и создавая новые традиции в своей семье. Свекольный суп – это яркое и ароматное блюдо, которое часто путают с борщом, но он имеет свои особенности. Свекольник отличается особым способом приготовления и подается как в горячем, так и в холодном виде. Наверняка ваша бабушка имела свой особый рецепт свекольника. Я расскажу о той версии, которую готовила моя бабушка. Она включает большое разнообразие овощей – свеклу, лук, морковь, тофель и чеснок. Основой для супа служит мясной бульон, куда добавляется щедрая порция свеклы. Картофель следует варить отдельно, а остальные овощи обжариваются с добавлением томатной пасты. Когда овощи окажутся в кастрюле, свекольник варится еще около 15 минут. Свекольник лучше всего подавать со сметаной и зеленью, независимо от того, предпочитаете ли вы его теплым или охлажденным. Наши бабушки знали толк в хорошей кухне. Надеюсь, что вам понравились рецепты, и вы с удовольствием возьмете их к себе в копилку. А еще, друзья, у меня есть для вас интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Всем пока!